Едем, как и хотели, показать эту машину. И если все хорошо, забрать другую машину. Это тоже леденец. Вот маленький такой спойлер. Американский леденец. Я думаю, что из него получится что-то интересное. Это, надеюсь, тормоза шуршат, да? Да. Точно? Больше ничего. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Ты готов увидеть? Знаешь, я всегда готов. Я всегда готов. Я тоже всегда готов. А готов ли Иван увидеть нашу хуюшку, блин? Надо искать человека, который откапывает сугроб. Человек и сугроб. Человек и сугроб. А может, он живет в доме и машина за забором? Я думаю, что глупо ориентироваться на фонари. Я думаю, глупо. Ну зачем ты его показываешь? Ну, встанем сюда. Он, кстати, хорошо его очистил. Привет, ребят. Кирилл. Адыл. Как? Адыл. Понял. Ваня, да? Да. Слушай, я давайте сразу объясню, если ты не против, мы это сделаем, ладно? Мы занимаемся такими тачками, которые не на ходу, мы их покупаем и меняемся с кем-то. Ну, доплаты, ну ты понял, да? Я понял. Не против, если мы поснимаем, как бы. Я переодену куртку, нахуй. Да ничего, ну. Я в деревенскую свою. Ну, как знаешь, просто, ну. Но ты не против, да? Ну что, смотри какая. Смотри. Интересно, есть смысл мерить толщиномером, а? Это есть с тобой? Нет. Но я могу так. Не крашен. ДТП не было, но упало дерево. Мне кажется, на ту сторону. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Я тебе говорил, что падало дерево? Не, ну в целом, посмотри, какой интересный аппарат, а? Нам его откроют? Я просто сказал, что сейчас будут снимать, они сказали, что нам надо переодеться. И там Адыл есть, а есть Иван. Я думаю, что Иван это все-таки Иван, а Адыл, наверное, может Адыл. Может Иван, не Иван. Ну что, расскажи, что по машине? А я потом расскажу, что у нас по машине. А потом сравним плюсы и минусы, у кого больше, у кого меньше. По двигателю или по... Ну вообще, получается, что ты загнал сервис машину, они поменяли помпу и что-то наебнули. Меня очень интересует вопрос, они как тебе объяснили? Они завели, и она не завелась, либо они завели, и она наебнулась? Они не завели, она приехала типа в сервис на последнем издыхании. Нет, это понятно, я понял, что она на последнем... И она все, она не завелась. Они поменяли помпу, попытались завести, сказали уже все, она больше не заводится. Да. Ну, типа, они пытались завести, сначала подумали, что аккумулятор типа сдох. Ну, в общем, они даже ее не завели. Да. Понятно. Давай откроем. Поменяли? Помпу, да, ну. Помпу Запишем плюс. Слушай, а еще такой вопрос. А много народу приезжало смотреть? Ну... Просто она так давно стоит, вроде, в принципе-то вариант веселый, но... Вот я тебе скажу так, то что вместе с тобой сейчас пишут 4 человека и также на обмены, кто-то с доплатой, кто-то ключ на Мерседесы, на Виты, на... Офигеть. У меня чувак сейчас хочет с Рязани ее приехать забрать на 210-й кузов в обвесе на дизеле. На 210-й кузов в обвесе на дизеле? Да. Ничего себе. Видишь, мы приносим удачу. Как я только написал, сразу позла движуха. Да. Не, ну в целом-то офигенно. Даже часть запчастей каких-то сзади есть. А ты сам долго на ней ездил? В сумме где-то год. Я в армии просто. А. Тут генератор. Смотри, тут есть все, в принципе, тут. Есть и генератор. На 30
которые остались, они решили это не ставить, да? Они ее разобрали еще. А, еще раз, а потом сказали такие, да, ну, Сказали еще раз разобрать. ну нахер мы еще раз собирать не будем, такой, да? Мне кажется, они первый раз ее просто не собрали. Ну вот, получается, вот помпа стоит новая, Ага. а вот проблема их. Она сама от руки крутится, да? А вот А этот не крутится. Не, он крутится, вот, видишь, он слышно, как он щелкает. Открывает и закрывает. Но это вот, видишь, каким усилием, а это... А это просто так, да? Не, ну что, в целом-то прикольный вариант. Да? Слушай, а по коробке-то вот ездил Коробка что? все нормально. Привод полный, не полный, там, дрифтить задом, передом, как хочешь, Я да? ездил на заднем, боком она идет. Боком она идет, ну все, это тема. Тест на дрифтопригодность. Тест на дрифтопригодность пройден. Видео жалко нет. Она еще и в пыл тонированная была. Раскатали его. Понятно. Ну, рассказывай, что ты хочешь за нее? За нее хочу 320 тысяч. 320 тысяч минимум. Отлично. А Это сколько ты хочешь за нашу машину? Я тебе могу... Давай, смотри, как бы все по чесноку, как есть. Мы ее взяли неделю назад, поменяли балку, задний ступичный подшипник, задние тормоза, передние перебрали, тормозную жидкость поменяли, там сзади трубка наебнулась, мы ее поменяли, прокачали. Задний фонарь был отъебнут, только что поставил новый. Это что мы сделали? Минусы. Я грешил на задний подшипник ступицы. Он гудел, чуть не отъебался, ну как бы все нормально. Подвесной подшипник шумит. Ну, сейчас прокачиваешься, послушаешь. Лобовое стекло треснуто. Заднее зеркало есть, но оно... Ну, как бы, оно есть, но оно отклеилось. Мужик сказал, что поменял ГРМ. Если что, ГРМ и помпа новые в багажнике. Он сказал, говорит, я про запас купил, но не стал. Резину новую поставили. Она просто была. Ну, а так, в принципе, блин, больше особо проста, как барабан. Все шипы на месте. 160, 170, так. Ну не в таком состоянии, это 185. Ну это по кузову проблем больше, чем. Нет. Ну, типа я смотрел сегодня рынок. Смотри, давай я тогда, чтобы не мяться, 170, 180, я 180 ее не оценивал, 170 я думал это потолок, ты скинул 20 тысяч со своей. Я скину с этой 20 тысяч 150 и 320. Ну, я, естественно, как бы, ну, не то, что я добавляю. 150 это, 320 минус, сколько получается? Что, 120? Мне нравится математика, Короче, я должен тебе 170 тысяч завести. Отдать. Когда разобрали и сняли ремень, скинули, то звук шел из компрессора кондиционера. Компрессор кондиционера сняли и поменяли на нем подшипник. Звук пропал, то есть он прям такой херачил. Вот. Сейчас, когда едешь, гул стоит. А когда направо поворачиваешь, то есть направо... Сань, направо же, да? Когда направо поворачиваешь, он усиливается. Когда пропадает. Когда налево он пропадает. То есть... Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Из-под масляного колокола, Да, из-под масляного, ну, это как, ну ты понял. из-под колокола, Это колокол называется, У них да? болезнь. Я крышкой называю. Тормоза делали, потому что, ну, наверное, болячку, знаешь, задние трубки занимают. Да. Положили медную трубку туда. Вот, тормоза прокачали, тормоза есть. Опорные меняли? Мы не меняли. Вот я тебе перечислил, что вот... Да, что вот мы сделали. Ну, судя по всему, что здесь один ржавый болт, два, как бы, в принципе, свежих, они, мне кажется, менями. Менялись. Так, нормальный вариант. Слушай, у тебя завод бы лючок закрывается с ключа. Я уже показал. И мы еще заднюю балку поменяли, во. А зачем? Вот так колеса домиком стояли. Заднюю балку поменяли, колеса домиком стояли.
Как-то машина, чтобы жопу возить. Да, да, да. Мы, честно сказать, не знали, ну, потому что мы тоже ее в ночь забирали. И честно... Жопа была приехала. Да, она вот Она именно вот вот, здесь? вот в этот угол. То есть тут все как бы нормально, а вот именно вот здесь... Видишь, мы смотрели еще. Да, как тебе? Да. Ну ты понял, да, наверное, видишь. И здесь, ну вот если заглянешь, видишь, Да, хуя. там заглядывать не надо. Ну ты понял, да, потому что ты видишь, да, это Фигня. разделение. Ой. А ну лайк. Ну то да, просто Там кнопка вот. да, дедушка решил, что это самое, ну как бы нет, но объективно он молодец. Это самое грамотное под решение. капотом выйти, Не, и там один раз, кнопка есть. говорит, видишь, один раз поставил. Он решил остановиться, по капот открыть прям на МКАДе. Пару раз пощелкать, сесть и поехать дальше. Да. Причем самый прикол, что они на капоте, как он брызгает. Не, ну, в принципе, как бы все проложено очень фундаментально. Точнее, не прокатку, а перегерметизацию делали. Видишь, сыпь из-под постели рассказал. Да Чё? тут больше нечего, смотри, я говорю, машина зверь. Да зачем? Я тебе так говорю. Лучше, чем пешком ходить. Или смотреть на джип. Ой. Я вообще тоже взял. Только не красного цвета. Это унисекс. Это унисекс. Все так говорят. Красную пленку все катать надо. Какую пленку? Красный. И тонер красный, понимаешь? И Дед Мороз. Не. Что могу сказать? Я одобряю. Мне вариант, да, понравился. Сколько будет поменять? Что, шрифт поменять? Вот здесь пацаны прибавили, я понимаю. И что еще, не надо это? Подшипник ступицы надо. Шипник ступицы, шрифт и... Ну, туда ругать 4, да. Шкив мы тебе найдем. Герметик. Ну, У меня есть. герметик есть. Подшипник у тебя есть, ну? Осталось поменять. И что-то сделать с умывателем, а то вот это порнуха. Мне порнуха рядом не стоит. Ладно, чё? Она? Поехали тогда на джип? Давай специально прокачку, да? Да. Да. Я хоть проедешь. Да ты сейчас за рулем поедешь? Сань, дерни там ручку. Подай. Ага. Да, это хорошее решение. Ручник работает? Да. Нормально? А, заебись. Тут автофар нет. Такое дело. Надо будет включить. Это что такое? Упало вообще. Не сдал. Я не сдал экзамен. 3 года автоспорта в пизду упало сейчас. В автоспорте? Был, да. 3-е место. Давай, дергай. А в какой дисциплине? Автомногоборье. Просто. А это что, извини? Это спортивное маневрирование. Вот так же А на чем ты ездил? на тренажке. На тренажке, заряженные тренажки? Не, обычно ступ. Непривычно, блядь, пересаживаться с машины. О, встал на место. Сиденье Встал на место. по-моему. Ой. Не поможешь ли закинуть эту проблем? Кидаем ему движок, и он идет. Ну, это Давай. отлично. Уже телки крутятся вокруг машины, конечно. Тонированный. 20-ка, да. Я ж ключи. Тут он открывается, только что. Тоже так же, да, с двери? Ну, у него аккум сейчас. Помню. Они все запчасти сложили то, что они снимали. Да. Ох. Очень грустно. Он поедет, и мы поедем вместе. Вместе подрифтим.
Ух ты. Ой. Блин, жалко, что не видно ничего через окно. Ты где там? Магнит дает туда. Магнит, ух ты. Пепельница, кстати, тоже. Блин, так, моя. так непривычно. Зеркало лежит сзади. Это сигналка, я просто не вешал. Вот, она вот так, на скотч должна. А мы нашли... А зеркало есть сзади. А мы нашли друг друга. То есть беззеркальник, беззеркальник. Ну, меловаш в основном, Ну да. нет ничего нормального. Прикольно. Ты ничего не забыл? Не забыл? Не, я его вычищал. Вот это? Это... Здесь говорят, катапульта? подушка. Подушка, то, что, типа, когда заводишь машину, то что... Ага. Блин, холодно, пепельница. Блин. Непривычно, знаешь, я никогда не ездил в Гелендвагене ни разу в своей жизни, но мне почему-то кажется, что там приблизительно такой же вид из окна должен быть. Прямо да, вот такой же. Вот и, кстати, вот скажу тебе сразу, вот это зеркало, вот маленькое зеркало я повесил специально, потому что, смотри, ну посмотри просто. Но я не вижу зад машины. Это мое приближающее зеркало. Да, кажется, что я уже в Пежо стою. Ну вот, вот, да, уже вот, все, вот уже в ней. Я поставил маленькое, потому что это вот именно американская тема, это непривычно. Аккум снят, да? Да, там прямо. Ну я просто поставлю, чтобы он не заблокировался. И нейтрал. Так, глушитель не стоит, да? Коробка не пинается, слышал? Так плавно переключается. И, короче, расскажу еще, что фишки такие есть, по-моему, сейчас я расскажу. Помню. Краткий обзор. Короче, чтобы выключить печку в данной машине, она стоит на единичку и вот сюда. Это выкл полностью. Это... Когда ты вот она будет где-то здесь, она будет по-любому дуть. А, то есть вот этим рычагом Да, надо выключать, да? Она вот на 0 ее ставишь, Ага. она выключается. Это вот как режим. Угу. Это кондей, он работает. Ага, это обогрев, подогрев. понятно. Зеркало из зада. Так, это у нас... А, смотри, это вот это да, это задний привод, ну, на заднем только держу, потому что на полном она жрет больше, кстати. Ага. Вот это, короче, объясню. Короче, оранжевое, когда сгорается part-time. Part-time это грязевой. Это говномес, короче, да? Такой. Угу. Это грязевой городской, по-моему. А, нет, все, на пизжу. Вот это наоборот городской, part-time. Вот это full-time, это грязевой уже. Потом, если ты хочешь пониженную включить, то есть пониженный там это кто оффроуд называется, я этой хуйни вообще сейчас не знаю. Но когда, короче, объясняли мне суть, говорит, если ты прям стал вообще все в пиздате, ты умер, блядь, там, то надо вот это. То надо вот это. Через нейтралку. Ты, получается, то есть нейтралку включаешь? Да, ты включаешь, вот видишь, написано, ага. включаешь нейтралку, и через нейтралку она поднимается вот сюда, вот, получается. Вот. Стробоскоп. Что? Стробоскоп. Ты видел? Саня? Стробоскоп. Блин, не трать батарейку. Еще один? Да. А, ты их два поставил? Вот проблема то, что когда крыша, вот Да, эта нет. штука стоит 300 рублей на разбор. А, ничего не видно. Так, а если убрать ее, то стробоскоп не будет держать. Блин, ну что, я надеюсь, что она поедет. А это... Это смотри, это там сломался фиксатор. Где? Видишь? Ну вот, видишь сам вот. Вот, вот это? Она поэтому закрывает. А, И я вот так просто, да, делал. Ага. Понял? Потому что я когда делал, блядь, надо было как-то ее делать. Понял. Понял. Вот салон Химку, это вот без чехлов, фотки у меня там еще с чехлами были. Ну, химчистку надо Потому сделать. что вот она пыльная. Ну, ничего страшного. Главное, А что... так дырок нет. Надо фишку вам придумать. Да, давай пока... Какую фишку можно сделать? Потому что первый раз, второй раз не было никакой фишки. ГПК. ГПК, да? Я Валик. Было неплохо. Покупаешь? Сколько? 320 рублей. Спасибо. Спасибо. Ладно, спасибо тебе на самом деле. Я надеюсь, что машина будет... Не, машина будет в хороших руках. Ну, мы честно скажем, что не в наших, как бы мы все по-честному говорим. Вы ее сделаете? Но мы ее сделаем, и мы обязательно к тебе приедем. И то, что ты не успел помесить говно с грязью, я думаю, что мы поедем вместе и помесим. Я думаю, что это обязательно сделаем. Так что увидим это дальше.
Осталась земля. Тут видно, прям, тут лед. А знаете, на чирокесах... А это что такое? А это просто на чирокесах обычно утка стоит. А тут голова девочки. Как стрёмно. Она в комплекте с машиной. Она какая-то грустная. Они как мне. Ой, слушай, ну можно глянуть подвеску, пока есть возможность. Ой. Смотри, она как будто сама едет. Смотри, ты видишь это? Она как будто сама заезжает. Прикольно смотрится, да? В ней что-то есть. Как минимум голова девочки. Она выпала. Не может такого быть. Выпало? Давно? Ну, только ехали. Блин. Потеря. Но она там на платформе. Ты видел ее? Поставь ее вместо утки. Вместо Бакс Банни, как на СРТ ставят. Какую-то странную махинацию он мутит, да? Вроде бы изначально казалось, что все логично, а потом нет. Блин, холодно. Почему у всех такой странный негатив появляется, когда ты говоришь, что у нас было красное Peugeot, а мы вернулись на Liberty, и мы поменялись ключ в ключ? Не пизди, это хуйня, а? Это негатив. Вчера у нас был Peugeot, сегодня у нас джип. Он в нашей семье, я надеюсь, он задержится ненадолго. До Нового года, конечно, мы его не успеем сделать, но с числа 4 мы приступим к нему неделю, и мы поедем дальше в поисках нового сокровища, а это отдадим в какие-нибудь отличные руки. Поехали. Поехали!